Привет! Это разбор полетов, и с вами снова я, Андрей Гав. Сегодня я не буду ругать плохих мотоциклистов, а попытаюсь помочь автомобилистам увеличить шанс выживания на одной дороге с мотоциклистами, даже если это злостные ракетчики. В большинстве аварий, в которых столкнулись автомобиль и мотоцикл, виноватым признается автомобилист, а именно в 66% случаев по статистике. А учитывая хрупкость мотоциклистов на дороге, такие ДТП чреваты серьезными финансовыми и судебными неприятностями, не говоря уже о моральной стороне вопроса. Возьмите уже ответственность на себя, раз вы сели за руль. И хватит уже причитать о том, как вас бесят мотоциклисты, пешеходы и другие автомобили. Вы их тоже бесите, поверьте. Но, соблюдая несколько простых правил, вы спасете себя от серьезных проблем, а кому-то, возможно, спасете жизнь. Поворотники. Первое и главное, всегда обозначайте свои намерения поворотниками. Если ты с этим не согласен, закрой это видео и пойди купи иконок. На торпеду! Потому что кроме молитвы тебя не спасет ничего. Ну что, в конце концов, может быть проще, чем включать поворотник перед каждым своим маневром? Ну сколько раз вас бесила эта тупая курица, которая внезапно перестроилась без поворотника? Так не будь ты таким же овощем за рулем. Лучше вертеться в пустом дворе, паркуясь с поворотниками, чем в сумерках подумать, что ты на дороге один и перестроиться в мотоциклиста. Еще раз повторяю, всегда и везде. Единственная машина в мире, которая имеет право не включать поворотники, это Тесла в космосе. И если ты не в ней, то будь добр, привыкни перед любым поворотом руля зацепить рычажок поворотника, давая всем возможность понять, куда ты собрался ехать в следующие несколько секунд своего движения. Ты не самый быстрый. Очень важно помнить, когда наступает мотосезон, ты теряешь статус короля дороги, на какой бы машине ты ни ездил. Поэтому, если тебе приспичит поиграть в шашечки, обгоняя всех на проспекте, не забывай смотреть по зеркалам. Там наверняка есть такой же любитель экстрима, как ты, только со скоростью выше твоей, а габаритами меньше. Перечислим самые распространенные мото-авто-ДТП и посмотрим, как можно их избежать. Первое. Чемпион нашего хит-парада. Мотоцикл едет прямо, машина сворачивает налево. Почему же такие аварии происходят раз за разом, сея смерть и ломая жизнь? Ты сейчас, наверное, орешь, что из-за мотоциклистов, нещадно превышающих скорость. Да, ты абсолютно прав, но сидеть-то тебе. И если ты в курсе о том, как летают некоторые мотоциклисты по городу, почему ты это не учитываешь в своих маневрах? Допустим, ты начал мигать поворотником, плавно снижать скорость, посмотрел дважды вперед и даже назад, потому что глупо рассчитывать на удачу, что слева от тебя не летит навстречу с твоей дверью мотоцикл с парализованным от страха водителем на себе. Поэтому запомни, как только теплеет, ты обязан совершать повороты налево, как смертельный трюк, предусмотрев все возможности и затаив дыхание. А выдыхать будешь только тогда, когда пересечешь перекресток. Второе. Аварии при перестроении автомобиля. Здесь, в общем-то, все понятно. В зеркало смотри. Так часто, как будто ты барышня, собирающаяся на свиданку. К этому моменту ты уже помнишь про поворотники, про то, что мотоциклы мелкие и быстрые заразы. И перестраиваться будешь так плавно, как будто у тебя багажник полон яиц Фаберже. Но при этом не забудь дважды посмотреть в зеркало. Первый раз, как только собираешься перестроиться. Второй раз, как начинаешь поворот руля. Ну и еще пример. Перестроение с поворотником, ну не глядя. Не надо так. Помните, что поворотник не дает никакого преимущества. Да-да, не дает. Третье. Двойная сплошная не такая уж сплошная, а красный не такой уж и красный. Готовься морально к тому, что мотоциклисты будут нарушать. Не все,
но будут. Они, гады, будут нарушать. Но виноват будешь ты. Поэтому жди их отовсюду. Ты стоишь в крайней левой полосе, будь уверен, слева пролетит кто-то по встречке. Ты просто устал и хочешь повернуть к себе домой направо. А и тут подстава. Правее тебя может оказаться скутерист. Забудь о проезде на мигающий зеленый свет. Забудь, как страшный сон. Мотоциклисты стартуют быстро. И опять он будет прав, но мертв, а ты будешь сидеть. Четвертое. Правило двери. Давай представим, что все ручки дверей в твоей машине бьются током. И ни в пробках, ни на светофоре, даже не думай их открывать. И за пассажирами своими зорко следи, чтобы мне пришло в голову сделать это. Если смотреть в корень проблемы, то большинство аварий возникает из-за того, что автомобилисты не привыкли к мотоциклистам. Они пугаются каждый раз, услышав прямоток и увидев удаляющийся мотоцикл, которого всего лишь секунду назад тут не было. Так давайте уже начнем привыкать к мотоциклистам. И как бы пафосно сейчас это ни звучало, но, рискуя своей жизнью, мотоциклисты разгружают транспортный поток мегаполисов. И чем больше будет мотоциклистов вокруг, тем быстрее ты приедешь домой и меньше будешь стоять в пробках. Поэтому давайте учиться сами и учить своих детей замечать мотоциклы, предугадывать их появление. Самое простое, скажите своему ребенку, который едет с вами, считать мотоциклы вокруг. И ему развлечение, и у вас есть шанс стать внимательнее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под видео. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, где можете мне прислать любое ДТП для разбора. И берегите жизнь и здоровье свои и тех, кто окажется рядом. Пока.